В аниме трон, отмеченный богом, высшая цель эксперта – достичь миллиона маны и стать богом. Однако становление богом в этой вселенной отличается от того, как было на боевом континенте. Здесь не существует так называемого привычного нам божественного царства, куда идут мастера, достигшие предела человеческой силы. Даже обладая неимоверно огромным количеством духовной силы в 990 тысяч очков, Лун Хаочень в конце концов не стал богом. Оказывается, цена за это была столь велика. Почему, спросите вы? Есть несколько причин. Первая и самая значимая – это ограничение законов мира. А вторая – особые законы божественного мира на этом континенте. Божественное царство в мире, трон, отмеченный богом, весьма особенное. После того, как 6000 лет назад демоны обрушились на священный континент с 72 колоннами, континент претерпел радикальные изменения. Скорость, с которой люди совершенствовались, замедлилась. Духовная энергия стала тоньше. Энергия зла возросла, и священный континент неосознанно открыл для себя ограничения небес и земли. Кроме того, как только кто-то становился богом, его тело исчезало, растворяясь между небом и землей, и оставалось только сознание. Это делало существование в форме бога чрезвычайно специфическим и мучительным. Именно поэтому Эликс отказался становиться богом, и это же стало серьезным препятствием для Лун Хаоченя. Для него потеря физического тела и существование только в виде сознания означало бы отказ от всей его нынешней жизни, чувств и связи с другими людьми. Узнав об этом законе, Лун Хаочень решил не становиться богом. В чем же причина такой изоляции континента от божественного мира? Как мы уже говорили, 6000 лет назад на континенте появились 72 колонны, что вызвало огромные изменения в мире. Скорость роста силы людей замедлилась, духовная энергия ослабла. В результате святой континент постепенно сам закрылся от божественного мира, изолировав связь с ним. По сути, как это ни печально, была прервана связь с божественным миром. К примеру, на боевом континенте таких проблем нет, и мастера, достигшие предела, то есть 100-го ранга, спокойно становятся богами и переходят в мир богов. В нынешних условиях Лун Хаочень, несмотря на свою высокую духовную силу, не мог установить контакт с божественным миром и, естественно, не мог вознестись туда. Более того, принудительное превращение в бога нарушило бы законы континента, что привело бы к распаду его тела и существованию только в виде сознания. Поэтому с внешней точки зрения, путь к обожествлению для Лун Хаоченя был закрыт. Это тонкий баланс между личной силой и миссией. Лун Хаочень стал рыцарем печати вечности и творения, обладающим способностью создавать все сущее. Его сила достигла невероятного уровня, сравнимого с полубогом. Он владел множеством артефактов и сверхбожественным инструментом, троном вечности и созидания. Вдобавок к этому ему помогали его спутники, духовные печи, что делало его реальную силу еще более значительной. Даже не став богом, Лун Хаочень был достаточно силен, чтобы защищать континент и выполнять свою миссию. Для Лун Хаоченя стать богом не было единственным способом усилить свою мощь. Благодаря своей текущей силе он мог продолжать играть важную роль в защите человечества, поэтому у него не было сильного желания преодолеть ограничения на пути к обожествлению. Но что же произойдет, если достичь миллиона маны? Это все конец для существования тела в этом мире. Хао Юэ, верный друг Лун Хаоченя и бог разрушения по совместительству, помог с этим вопросом. Хао Юэ, чье настоящее имя было Остин Гриффин, был существом, рожденным вместе с Богом-Творцом. Его называли Богом Возмездия, обладающим способностью уничтожать все сущее. Его сила была сравнима с силой Бога-Творца. Внутри Хао Юэ была запечатана воля Бога Возмездия, которая пробудилась бы, если Хао Юэ достигнет определенного уровня силы, что могло привести к катастрофе. Лун Хаочень решил навсегда удерживать свою силу на уровне 9-го ранга, используя дарованное Хао Юэ запечатывающее устройство, чтобы запереть свою силу на этом уровне. Так он ограничил силу Хао Юэ, чтобы воля Бога Возмездия была под контролем. Другими словами, если Лун Хаочень перешагнет через миллион маны, он станет богом, но и Хао Юэ пробудит свою мощь и уничтожит все божественные царства и множество миров. Этот выбор самозапечатывания лишил Лун Хаоченя всякой надежды на обожествление, но принес континенту мир и безопасность. А также стоит учитывать личные мотивы Лун Хаоченя.
С самого начала он был глубоко привязан к своей жене, Шэн Цаер. Если бы он решил стать богом, согласно законам этого мира, он потерял бы свое тело и существовал бы только как сознание, что несомненно сказалось бы на его отношениях с Цаер. Он больше не смог бы быть с ней, общаться или жить вместе, как прежде. Для Лун Хаоченя, который любил ее больше жизни, это была неприемлемая жертва. Чтобы остаться с Цаер и провести с ней остаток жизни, он отказался от возможности стать богом, предпочитая остаться на континенте и наслаждаться простой счастливой жизнью, а также ответственность перед народом континента. Лун Хаочень, будучи лидером и героем человечества, ощущал сильное чувство ответственности за народ. Он понимал, что его миссия заключается в защите мира и благополучия всего континента. После устранения угрозы демонов, он сосредоточил свои усилия на восстановлении и развитии человеческого общества. Стать богом для него означало бы покинуть континент и больше не нести ответственность перед народом. А он не хотел отказываться от этой ответственности, решив остаться на континенте и внести свой вклад в будущее человечества своей собственной силой. Но значит ли это, что на этом все, и он так и умрет, не став богом? Оказывается, нет. Я нашел очень интересную информацию, что Лун Хаочень затем создаст божественное царство для своей вселенной, как и другие вселенные, и возродит богов этой вселенной, таких как богиня света и богиня жизни, Эликс и другие. Ведь в главном божественном царстве в мире боевого континента уже есть такие боги, поэтому они будут жить только в этом нижнем божественном царстве трона печати. А еще нам показали, что Эликс уже возрожден Тансаном и стал богом в его мире. Посмотрим, как же все будет в аниме далее. А почему у них не было божественного царства с самого начала? Потому что изначальный бог разрушения, Остин Гриффин, был запечатан в этой вселенной, поэтому изначальный бог творения не создал божественное царство для этого мира, поскольку все божественные царства всех вселенных соединяются в конце. Поэтому изначальный бог творения хотел убедиться, что даже если Остин Гриффин освободится в конце и уничтожит эту вселенную, он не сможет отправиться в другие вселенные, так как нет связи между ними. Изначальный бог творения также установил правила для людей, которые действительно достигают уровня бога, исчезать в природе, чтобы поддерживать баланс в этом мире, или поддерживать количество духовной энергии в этом мире, поскольку нет божественного царства, чтобы поддерживать духовную энергию. Можно сказать, что Лун Хаочень открыл эту тайну, объединив все божественные троны, а также обнаружил, что он может нарушить это правило, унаследовав положение бога творения. Немного запутанно, но суть вы поняли. Из-за бога разрушения Остина Гриффина, ради безопасности всех вселенных и всех божественных царств, которых немало, вселенная трона была отрезана от божественного мира. Если что-то не так, читавшие новеллу, поправьте меня, пожалуйста, в комментариях. Будет очень интересно почитать ваши мысли. Так что вполне вероятно, мы все же не прощаемся с Лун Хаоченем. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, хотели бы вы, чтобы он стал богом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.